В кабинете Зеленского выражают серьезную обеспокоенность текущим положением дел. Глава офиса Кирилл Буданов озвучил данные, которые меняют представление о долгосрочных перспективах конфликта. По его словам, мобилизационный ресурс Российской Федерации составляет порядка 23 миллионов человек. При этом он подчеркнул, что на данный момент Москва не видит необходимости в проведении новой волны мобилизации, так как текущих сил достаточно для выполнения поставленных задач. Всех приветствую, с вами Александр. Подписывайтесь, пишите комментарии, заранее спасибо и продолжаем. Это признание прозвучало на фоне системного кризиса в украинском государственном управлении. Буданов фактически констатировал, что Россия обладает практически неисчерпаемым человеческим ресурсом, с которым Украине будет крайне сложно конкурировать в долгосрочной перспективе. Подобные цифры указывают на то, что расчет на быстрое истощение резервов противника оказался ошибочным. Помимо ситуации на фронте, глава Офиса президента затронул критическое состояние тыла. Кирилл Буданов признал, что украинская энергетическая система находится в тяжелейшем положении. Масштаб разрушений инфраструктуры такой, что даже в случае немедленного прекращения боевых действий проблемы в отрасли никуда не исчезнут. Восстановление энергосистемы потребует колоссальных инвестиций и многих лет работы. Фактически, руководство Украины признает, что страна столкнулась с долгосрочным дефицитом генерации, который будет тормозить развитие экономики и обеспечивать низкое качество жизни населения в течение неопределенного срока. Это заявление контрастирует с предыдущими оптимистичными прогнозами о возможности быстрого восстановления за счет западной помощи. Несмотря на пессимистичные оценки военного и экономического потенциала, в команде Зеленского заявляют о некотором прогрессе на дипломатическом треке. По мнению Кирилла Буданова, сейчас стороны пришли к четкому пониманию границ допустимого. Эта формула подразумевает, что участники конфликта определили пределы, за которыми начинается неконтролируемая эскалация, и теперь пытаются выстроить диалог в этих рамках. Киев ожидает сближения позиций для поиска компромисса. Примечательно, что глава Офиса президента в своем выступлении упомянул и позицию российского руководства. По его словам, Владимир Путин также выражает намерение завершить конфликт. Однако условия этого завершения остаются предметом острых споров, так как позиции сторон по ключевым вопросам по-прежнему серьезно расходятся. На текущий момент полномасштабный переговорный процесс приостановлен. Одной из главных причин называют обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное действиями американцев против Ирана. Тем не менее, локальные договоренности продолжают работать. Одним из таких результатов стало соглашение о пасхальном перемирии. Режим прекращения огня вступает в силу сегодня с 16:00 по московскому времени и продлится до конца дня 12 апреля. В Кремле заявили, что рассчитывают на соблюдение этих договоренностей со стороны Киева, хотя предыдущий опыт показывает, что украинская сторона часто использовала подобные паузы для ротации войск или укрепления позиций. Российское военное командование сохраняет высокую степень бдительности. Солдаты на линии боевого соприкосновения получили четкие инструкции соблюдать режим тишины, но находиться в полной готовности к пресечению любых провокаций. В Москве подчеркивают, что любая попытка использовать перемирие для улучшения тактического положения украинская армия встретит немедленный ответ. Заявление Кирилла Буданова свидетельствует о трансформации взглядов в верхушке украинской власти. Признание огромного мобилизационного потенциала России и фактической гибели собственной энергетики говорит о том, что в Офисе президента начинают более трезво оценивать реальность. Вопрос лишь в том, насколько быстро эти оценки трансформируются в конкретные политические решения. Пока же обе стороны замерли в ожидании пасхальной тишины, для мирных жителей прифронтовых зон эти сутки станут редкой возможностью провести праздник без обстрелов. Однако сохранится ли этот хрупкий мир после 12 апреля, остается открытым вопросом, учитывая общую напряженность и накопленный потенциал сторон. Россия продолжает удерживать инициативу, опираясь на стабильно работающий военно-промышленный комплекс и значительные резервы, что заставляет Зеленского все чаще упоминать необходимость компромиссов. Вот такие новости, друзья. С вами был Александр. Жду вашего мнения в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайк и будем вместе следить за мировыми новостями. До скорой встречи. Пока-пока.